Израиль подвергся ракетным ударам со стороны Йемена и Сирии. Йеменские вооруженные силы нанесли удар баллистической ракетой «Палестина-2» по аэропорту Лод, что нарушило его работу. В итоге уже второй день подряд американскому военно-грузовому самолету не удается совершить посадку в аэропорту. В то же время израильская армия сообщила, что 2 снаряда, выпущенные из Сирии, пересекли территорию Израиля и приземлились в нежилых районах. Это был первый инцидент нападения со стороны Сирии с момента бегства президента Асада в декабре прошлого года. Не сразу, но ответственность за атаку взяла на себя вооруженная группировка бригады мученика Мохаммеда Аль-Дейфа в ответ на массовые убийства в Газе. Израиль ответил авиаударом по Южной Сирии в провинции Дараа, заявив, что сирийский режим несет ответственность за текущую ситуацию и продолжит нести последствия до тех пор, пока с его территории совершаются враждебные действия. Министр обороны Израиля Исраэль Кац обвинил президента Сирии Ахмеда Аш-Шараа в нападении, заявив: «Мы считаем президента непосредственно ответственным за любую угрозу или бомбардировку Израиля». Министерство иностранных дел Сирии отвергло причастность Дамаска к инциденту, утверждая, что есть много сторон, которые могут стремиться дестабилизировать регион в своих интересах, и подчеркнуло: Сирия не представляла и не будет представлять угрозы ни для одной стороны в регионе. Главный приоритет на юге Сирии – это расширение государственной власти и ликвидация нелегальных вооруженных формирований. Тем не менее, Иерусалим сделал вывод: Дамаск не контролирует ситуацию в стране, и Израиль считает обоснованным свое присутствие в демилитаризованной зоне на Голландских высотах. Он также намерен продолжать оборонительные операции на юге Сирии с целью демонтажа террористической инфраструктуры и защиты жителей Голан. Здесь начинают проявляться важные нюансы, поскольку причастность группировки бригады мученика Мохаммеда Аль-Дейфа к обстрелу вызывает много вопросов. Арабский эксперт Моханнад Мустафа считает, что на сцене появилась новая радикальная группировка, способная бросить вызов Израилю. Источники в органах безопасности Ливана и Ирака утверждают, что на территории Сирии проснулась ИГИЛ, численность которого достигает 50 тысяч боевиков, и они не имеют никакого отношения к палестинскому сопротивлению. По мнению тех же источников, Израиль, вступивший в закрытые переговоры с правительством Сирии и описывающий ситуацию как запутанную для сирийского руководства и опасную даже для себя, фактически намекает на негласную причастность Аш-Шара к происходящему. Особого внимания заслуживает и международный контекст. Появились 2 важных сообщения. Первое. Аш-Шара в сентябре планирует визит в США и выступление на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Если это произойдет, то это будет не только первое выступление сирийского президента в ООН за 60 лет, но и его символическая легитимация на мировой арене. Второе. Посол США в Сирии Том Барак объявил о сокращении американского военного присутствия в операции «Твердая решимость». По его словам, США перешли с 8 баз на 5 и, вероятно, останутся только на 1. Как сообщает ливанское агентство Аль-Ахбар, накануне удара джихадистов по Израилю американцы начали перемещение своих войск и оставили небольшой отряд только на базе Аль-Омар, известной также как «Зеленая деревня». Еще один важный аспект. После того, как президент США Дональд Трамп объявил об отмене санкций против Сирии, большинство арабских СМИ стали утверждать, что сирийское досье переходит под контроль Саудовской Аравии. Однако теперь те же СМИ утверждают, что главной силой в Сирии становится Турция.
Как пишет израильская газета «Хаарец», Вашингтон назначил Турцию главным действующим лицом в Сирии, а не Израиль. Назначение президентом США Трампом Барака, который одновременно занимает пост посла в Анкаре, также специальным представителем по Сирии, расценивается как шаг к укреплению турецко-американского сотрудничества. Барак открыто заявил: 100 лет назад Запад навязал карты, мандаты и границы в соглашении Сайкс-Пико 1916 года, разделив Сирию и регион ради имперской выгоды. Эта ошибка дорого стоила многим поколениям, мы не допустим ее повторения. Однако именно на такой исторической логике базировался и геополитический проект «Халифат» со стороны ИГИЛ. Сегодня же в Сирии выстраивается новый геополитический лабиринт, из которого выбраться всем участникам будет крайне сложно. Кто кого и как подставляет в этой игре, остается открытым вопросом. Отметим, что после закрытых переговоров в Баку, проходивших с апреля при посредничестве Азербайджана, Турция и Израиль открыли канал экстренной связи для предотвращения инцидентов и недоразумений в Сирии. Об этом сообщило издание Middle East Eye со ссылкой на источники, знакомые с переговорами. С апреля представители двух стран регулярно встречаются в Баку для координации позиций по сирийскому направлению. Поводом для диалога стало усиление турецкого влияния после свержения президента Башара Асада в декабре. Израиль выразил резкое недовольство возможным развертыванием турецких войск, особенно вблизи авиабазы Т-4 в районе Пальмиры. Официальные лица в Израиле неоднократно называли новое правительство Сирии под руководством Ахмеда аш-Шара джихадистским режимом и выражали опасения по поводу турецкого контроля над сирийскими авиабазами. Главный вопрос – размещение турецких ПВО и радаров, которые потенциально могут отслеживать израильские операции. Анкара настаивает на необходимости этих баз для борьбы с ИГИЛ, но в Иерусалиме это рассматривают как угрозу анонимности своих воздушных миссий, особенно в случае удара по иранским ядерным объектам. Планируемое размещение С-400 у Пальмиры вызвало обеспокоенность в Израиле, как шаг к перехвату разведывательных данных в режиме реального времени. По данным источников, обсуждение сосредоточено на создании линии Пальмиры, разделительной зоны, севернее которой возможны ограниченные турецкие развертывания. Несмотря на удары ВВС Израиля по базе Т-4, Анкара продолжает укреплять свое присутствие, разместив там беспилотники и разведывательные самолеты. Параллельно проходят консультации между Израилем и новым сирийским руководством, также при поддержке Баку и Анкары. В рамках мер доверия Сирия передала Израилю архивные материалы, связанные с агентом Эли Коэном, казненным в Дамаске в 1965 году. Однако стоит отметить, что, по словам министра обороны Турции Яшара Гюлера, Анкара оказывает содействие новым властям Сирии в вопросах военной подготовки, консультирования и укрепления обороноспособности страны. По его словам, это взаимодействие осуществляется в рамках достигнутых договоренностей и направлено на стабилизацию ситуации в Сирии после смены руководства в декабре прошлого года. Как подчеркнул Гюлер, Турция, ранее поддерживавшая вооруженную оппозицию, теперь взаимодействует с официальным Дамаском, выступая в качестве одного из ключевых партнеров в процессе восстановления страны и создания условий для возвращения беженцев. Министр подтвердил, что на севере Сирии по-прежнему дислоцированы более 20 тысяч турецких военнослужащих. Вопрос о выводе контингента в настоящее время не стоит на повестке дня. Решение о дальнейшем военном присутствии, по его словам, будет приниматься с учетом ситуации на местах, в частности, состояния пограничной безопасности, уровня стабильности в регионе и прогресса в деле возвращения перемещенных лиц.
Он также добавил, что Турция готова пересмотреть этот вопрос после полного устранения террористической угрозы, обеспечения безопасности государственной границы и возвращения сирийских беженцев в свои дома. Кроме того, Турция приступает к реализации новых инфраструктурных планов в Сирии. Всего через сутки после встречи между президентом Турции Реджепом Таyyипом Эрдоганом и лидером поддерживаемой Турцией группировки Абу Мухаммадом Аль-Джулани в Стамбуле, турецкие СМИ сообщили о планах строительства 2 новых военных баз на территории Сирии, одной воздушной и одной морской. Отдельно министр прокомментировал и ситуацию в контексте двусторонних контактов с Израилем. По его словам, консультации между сторонами носят исключительно технический характер и направлены на предотвращение прямого военного столкновения. В то же время Гюлер отметил, что расценивать эти контакты как шаг к нормализации отношений преждевременно. Речь о нормализации не идет. Напряженность сохраняется, в том числе на фоне продолжающихся авиаударов со стороны Израиля и звучащих в его адрес обвинений, подчеркнул министр обороны Турции на заседании глав военных ведомств стран НАТО в Брюсселе. Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускали самые важные и актуальные новости мира и нашего региона.